Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартиюа. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, хочу сказать следующее. Я думаю, это и так отчетливо видно по моему выражению лица, но все же. Я сегодня дико не выспался. Вот дичайше не выспался. И также меня в комментариях там просили записать что-то такое новенькое, интересное, что такое свежее, чтобы был такой глоток свежего воздуха. Вот, смотрите, на самом деле здесь такие реликвии неплохие, тут легендарочки такие неплохие, но сразу скажу, без метовых героев очень трудно занимать топ-1, топ-2, топ-3, в целом, ну, вообще без метовых героев сейчас почти нереально выиграть. Вот в действительности это так. Без метовых героев, к сожалению, сейчас очень трудно. Метовые герои это, естественно, антимаг, Манки Кинг, дизрапторы всякие и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, я думаю, вы и так прекрасно знаете это без меня. Есть у меня парочку идей, как можно еще сыграть, но сегодня мы будем импровизировать. Сегодня мы будем импровизировать, поэтому что нам будет идти, соответственно, мы будем брать. Ну, естественно, я там буду немножко там переламывать ход событий и буду пытаться, вот, знаете, скажем так, идти на пролом, несмотря ни на что, вот. Хочется мне сегодня сыграть, допустим, на жрецах. Вот в действительности у меня есть такое желание, что я хочу сыграть на жрецах. И вот, даже если мне будет плохо идти, то я бы такое, чтобы вот гнуть свою линию до конца. Вот мне хочется на жрецах сегодня поиграть. Поэтому что правильно? Это что, джекпот? Это джекпот? На самом деле тут есть еще и Лина, и я бы от Лины не отказался. Вот этот медальон, духовный талисман, я скипать не буду, потому что, ну, мало ли кто-то еще будет собирать богов-жрецов, а мы не хотим обкекаться немножко, правильно? Поэтому мы, ну, оставим этот духовный талисман и сделаем ход конем, там, переиграем своего противника. И вот хочется мне как-то, знаете, заблокировать эту Лину. Вот хочется. Слишком сильный герой под богами. Ну ладно, не буду. Не буду рисковать, короче. Я сейчас ни грамма не жалею о том, что я не заблокировал сейчас Лину. Ни грамма не жалею. Жрица в 2 звезды со старта — это то, что доктор прописал. Лучше может быть только, знаете кто? Резак в 2 звезды, наверное. Либо же антимаг в 2 звезды. Вот жрица в 2 звезды со старта — это реально то, что доктор прописал, потому что хилит она невменяемая на 2-м уровне. Если на 1-м уровне еще так более-менее, потому что у нее радиус маленький. Но когда она в 2 звезды, это такая горячая девочка. Ух. Сейчас бы еще, знаете, мне бы Лину в 2 звезды. Мне бы в целом баф людей поставить. А еще лучше. Это сделать баф богов. 4 бога, 3 человека. Либо же сделать 4 бога, 3 меха и 3 человека. Ну, пока что. Ну, так, для разогрева. Хотя, на самом деле, я столько сейчас назвал, как бы, то, чего я хочу. Но по факту мне этого не получится сделать, потому что мне стола не хватит. Мне стола не хватит, поэтому мне придется выбирать. И честно, я бы со старта хотел сыграть, наверное, через мехов-гоблинов. Я взял сейчас 5-й уровень, не просто так, думаю, все прекрасно понимают почему. И кстати, тут же есть реликвия. Это аптечка священника. Точно, благодаря этой аптечке я могу выйти в ранний 10-й уровень и от 10-го уровня уже сыграть как надо. Тут есть импреска, тут есть тролль, тут можно, в принципе, на легендарных дубликатах сыграть. Это не только так можно сыграть, тут можно, в принципе, на гоблинах мехах сыграть. Алло, голос, успокойся. А ну вернись обратно. Ну тут прекрасные легендарки. Но мне не хочется загадывать наперед, потому что, как обычно, я сейчас загадаю наперед, и будет подлива. Будет подлива, и мне не хочется этой подливы. Поэтому что? Не знаю, короче, пока что. Пока что не знаю. Какие же хорошие фигуры идут. Прикиньте, сейчас бы сделать 4 бога с такой жрицей и снайпера в 2 звезды. Там же снайпер будет такой ра-та-та-та-та-та устраивать, что... Опа, лун-друид. Сейчас, кстати, есть такая мета. Ну, как мета? Тенденция такая пошла, что все играют на зверях. И я их прекрасно понимаю, почему они играют на зверях. Из-за того, что есть такой сломанный артефакт, как Некромикон. А при том, когда у вас ранние 3-звездочные фигуры, то у вас с этого Некромикона появляются 4 зомбаря, которые под зверьми
неплохо так сносят табло. А если у вас еще есть рок войны, то это гарантированный винстрик в 90% случаев. Там даже, знаете, некоторые игроки на 15 раунде сраливают все свои шмотки, а если им упала мастерская бума, то там вообще закачаешься по полной программе. Либо же предмет третьего тира там им падает, но на самом деле мастерская бума будет попрофитнее в этом плане. И вот они на 15 раунде просто берут и ролят предмет 4 тира. Если им падает, ну, на нереальном скилле, естественно, на нереальном скилле им падает этот предмет Некромикон 4 тира на 15 раунде, а у них еще там Блондруид, допустим, либо какой-то Фурион в 3 звезды, то финита ля комедия и молитесь. Молитесь, чтобы больно не было. Вот реально, чтобы больно не было. Эмоционально, физически и тому подобное. Просто это грустно. Грустно становится то, что многие так рискуют, и у многих так получается, ну хорошо. Хорошо получается рискнуть. Берем 6. Я беру уровень сейчас не просто так. Я беру уровень, потому что мне надо орк-жрец. Мне нужен орк-жрец и... Блин! А я-то хрен сделал. Знаете, почему я хрен сделал? Потому что там есть жезл Киры. Там же есть реликвия жезл Киры. То есть у меня сейчас выбор. Есть аптечка священника, есть жезл Кира. Но если у меня сейчас будет идти все так, как сейчас идет, то в принципе мне две этих реликвий не нужно. Я бы такое, чтобы идти в уровень и как можно быстрее себя как бы поднимать. Поднимать себя с колен, ну, чтобы было у меня все хорошо, замечательно, знаете, вот стабильность. Стабильность я больше люблю, нежели вот играть через устрики, играть, так, знаете, на риски. Хотя на самом деле, когда вы играете на риски, вы получите намного больше эмоций. Ну, как же мне орки идут? Как же мне идут орки? Ну как же мне идут они? Поставлю пока что баф гоблинов. Ну, может быть, у меня получится сыграть на гоблинах мехах через легендарные фигуры. А, ну вот скилл, ребят. Скилл во всей красе. Чел Манки Кинга нашел на 8 раунде. Ну, я не заметил, на самом деле, на каком раунде он его нашел, но я думаю, где-то на 8. Он просто на 8 раунде находит себе Манки Кинга. Он его сейчас соберет в 2 звезды, наверное, раннего. Ну, на самом деле, Манки Кинг в 1 звезду еще не такой опасен. А вот если бы это был антимаг в 1 звезду, а не дай бог потом в 2 звезды, и это все было бы еще раньше, а такое часто бывает в играх, то это такая заноза, что ну его в баню. Хм. Можно еще, знаете что? Можно еще через синергию кунг-фу сыграть. Можно реально через синергию кунг-фу сыграть. Собрать половую кунг-фу. Хотя на самом деле сейчас на кунг-фу стартовать трудно. В кунг-фу можно перестроиться, но вот стартануть довольно-таки трудно. Ой, короче, ладно, я не знаю. Импровизируем, ребят, все, импровизируем, все. Больше вот не требуйте, просто берем и импровизируем. Вот сейчас ко мне придет Гритер и, скорее всего, он меня своей палкой накажет. Накажет своей палкой, я для него буду крапива. И он будет как в детстве, знаете, вот бегали, били крапиву. Вот сейчас такая же самая тема будет, только этот палочник вынесет меня. Потому что у него... Нет, только не скажи, что там у тебя рок войны. Только не скажи, что у тебя там рок войны. Прошу, пожалуйста, я не хочу смотреть. Но вы чекайте импакт этого кабана. Просто чекайте импакт этого кабана. 125 урона, 0,6 скорость атаки, плюс это магическая атака, вдруг кто не знал, плюс это замедление скорости атаки. Еще и второй момент, я отдал ему винстрик. Ну, бабка это, конечно, хорошо, хоть я в нее и не особо верю, в эту бабку. Но, наверное, придется поверить. Как меня бесят эти фрезы. Ей-богу, меня эти фрезы бесят уже нереально. Когда разработчики это пофиксят, непонятно. Ну, одному лишь богу известно, и то богу рандома известно, естественно. Либо китайскому богу, либо я не знаю еще какому богу. Я ему же отсылал все, что только можно в техническую поддержку, о том, что, ну, ребята, фризует. Ну, проверьте, что у вас не так. И прикол в том, что они знают об этой проблеме. Они уже знают об этой проблеме уже сколько? Ну, наверное, месяц как бы. Да даже не месяц, больше. Когда 2019 режим, ну, это, вернулся в 2019 год, режим появился, с того момента начало дико фризовать. И неважно, какая у вас там мощная система, не мощная система, у вас фризует. Просто от нечего делать. Кстати, заметили, как идеально получилось? Ой-ой-ой.
Мне как бы хочется взять жезл Кира. Хочется. Или кабанчика взять. В идеале бы, конечно, взять кабанчиков. Но жезл Кира, как же он смачно смотрится. Либо рискнуть и попробовать рандомный артефакт какой-то найти. Ой-ой-ой, как хорошо сейчас Боб Гоблина упал на Марсе. Обожаю. Вот смотрите, как жрица хилит. Просто обратите внимание, насколько много она хилит. Это идеальный персонаж с старта. В комбинации с Трентом, я думаю, это вообще неубиваемо будет. Хотя я уже показывал не раз. Я играл как-то на стриме каточку, когда через полный отхил было все. Ну, кстати, инсектоиды еще приходят. Баф людей. Как же поступить? Я думаю рискнуть. Я думаю рискнуть и попробовать найти реликвию другую. Давай. Буду откровенно честен. Реликвия неплохая. Реально неплохая реликвия. Так, тут нежить собирается. Кстати, удивительно, что нежить собирается. Я давненько нежить уже не видел. И, кстати, можно поиграть самому на нежить. А ну-ка, напишите в комментариях, что вы думаете, сыграть на нежить и попробовать записать нежить? Хотя, я думаю, в этой мете очень тяжело играть на нежити. Я как-то играл на нежити, меня один антимаг 2 звезды законтрил всю мою нежить, несмотря на то, что у меня была Трекса 3 звезды. То есть там вообще антимагу было плевать, он мне просто взял и вынес весь стол, потому что у нежити много персонажей с маной. И он просто взял меня, вынес своей вот этой вот нежитью. Точнее, не нежить, антимагом, боже, у меня уже нежить головного мозга. Я вспомнил об этом, у меня все, у меня травма. У меня психическая травма из-за того, что я сыграл на нежити. А там у него много персонажей с маной. А там у него был антимаг, всего лишь 2 звезды, просто волшебники через троллей, и все. Он мне просто такой... Хана тебе, Саня. Хана тебе, Саня. Вот так вот подошел, такой говорю. Симки есть? Ну, короче. Не знаю. Давайте так. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, чтобы сыграть на нежити. Кстати, дубль 2. Опять ты, дорогой. Опять ты, мой гритер. Ой. А ты в одну звезду вообще не дамажишь, да? Ну, палкой вообще перебить ничего не можешь. Ой, как... Ой, как обидно. Знаете, я сейчас выеживаюсь, а потом чел соберет себе сейчас антимагов 2 звезды, Манки Кингов 2 звезды, и потом он мне расскажет, что почем. А еще там чел себе в 50 монет имеет весь стол в 2 звезды. Нормально. Ну, добротно так. Ладно, короче. Жрецы так жрецы. Берем палочника, или мы этого палочника продадим. Кстати, заметили, у всех почти Манки Кинг есть. У всех. Ну, не имба. Сразу видно, не имба. Один халявный ролл у меня есть. Это хорошо. Мне бы на самом деле рок войны найти. То есть мне нужен орк-жрец, и мне нужно найти рок войны. Рок войны. Он мне необходим, потому что мои суммоны тогда будут намного быстрее бить. А так как я планирую играть через орка-жреца, то это намного импактнее шмот будет, чем какая-либо другая второго тира. Хотя на самом деле второго тира там много предметов хороших. Что кристалл мана плюс 50, что роконцы. Но самое важное это рок войны все-таки. Да, я, наверное, буду пытаться находить этот рок войны. Спасибо, кстати, Динкер, что ты так рано пришел. Я очень польщен твоим присутствием на этом столе. Панда мне, естественно, за столько раундов ни хрена не принесла. Ну, что поделать? Таковы реалии. Таковы реалии. Можешь к черту продать эту панду и все, и не париться, или дать ей еще один шанс на один раунд. Может дать ей шанс? У меня аж ухо зачесалось. Дать ей шанс или не дать ей шанс? Вот в чем вопрос. Ого! Ничего себе там у Робина стол. Нормально такой там у него стол. Ну, ничего против, конечно, не имею, но стол у него шикарный. Можно было бы Марса еще в 3 звезды собрать. Ну, чисто как стенку сильную.
Но у Робина шикарный стол. Очень шикарный стол. Я аж немножечко ему завидую. Вот так, чуть-чутку. Грамулечку такую, ну, такую. Так, Марс 2 звезды, хорошо. Так, уровень мы берем, но на самом деле, мне, наверное, стоит паролиться. Есть такое подозрение, что мне все-таки стоит паролиться. Еще одни пары арканцов. Но от 2 пар арканцов я не откажусь. То есть пусть у меня будет 2 пары арканцов, я не против. Сейчас на 20-м раунде я надеюсь, что мне выпадет мастерская бума. И с этой мастерской бума я буду перероливать потом предметы во второй тир. У меня как раз есть броня, я ее переролю, и я надеюсь, что мне упадет урок войны. Хотя надеяться на то, что мне упадет урок войны, это то же самое, что неплохо. Добротно ты меня засандалил так между глаз. Хорош. Не спорю. Ой. Я такую ошибку грубую сделал. Я думаю, многие заметили, да? А ну-ка напишите мне в комментариях, кто заметил, что я только что за ошибку сделал. Это грубая ошибка была. Вот напишите в комментариях, что я только что за ошибку сделал. Тест на внимательность, ребят. Тест на внимательность. Так, фуловых богов я поставил. Антимага мы берем чисто для того, чтобы у меня был хороший старт. Это, знаете, как глоток свежего воздуха. На самом деле, какой это глоток свежего воздуха? В этой игре глотка свежего воздуха нет. Его не существует. Это миф. Это миф. Тут так душно, как будто ты сидишь в сауне. Вот настолько тут так хорошо. Тут так добротно и хорошечно, я бы сказал бы. Можно, в принципе, еще и бабку закирить, попробовать. Какой у него хороший стол. Ну, обратите внимание, какой у него хороший стол. Не, ну, конечно, антимагу, я так понимаю, вообще плевать. Ну, отхил тоже жесткий. Был бы у него Дум, под Думом он бы меня поддушил. Ну, сейчас пока что его вынес. У меня еще Грангера скилл стырил хороший. Сайленс никогда не будет плохим. Плюс чистый урон. Всегда хорош. Всегда хорошо заходит. Мне нужен апгрейд. Мне нужны фигурочки. Мне нужны фигурочки. Пожалуйста, дайте мне... сюда. 2 антимага плюс орк-жриц. Замечательно. Антимаг приходит 2 звезды. Старт отлично обеспечен. Я сейчас, кстати, может попробую жрецов полных поставить. Но я думаю, что сейчас жрецы будут очень слабыми. Знаете, у меня есть такое вот... нотка подозрения, что жрецы будут слабенькими. Вот такая нотка. Небольшая, но нотка подозрения есть. Ну, посмотрим. Так, тут у нас боги-чернокнижники. Чего? Это ж синергия мертвее некуда. Один Дум контрит всю эту синергию. Ну, кстати, можно как-то будет попробовать один разок закерить Банши. Только для того, чтобы мне ее керить, мне 100% понадобится доспех 3-го тира. Это вот этот митриловый доспех, который скидывает дебафы с себя, таргетные. Но бога чернокнижника я давно не видел. Ай, ладно, посмотрим. Вроде бы как хочется попробовать закерить именно Банши через богов чернокнижников, через посох 3-го тира. У нее там дамаг должен колоссальный быть. Плюс отхил у нее должен быть колоссальный, потому что сколько духи ее урона нанесут, столько на хпшке, это, ну там не столько же, а какой-то процент, энный процент назовем его, я не помню, по-моему 25%. Ну короче, не суть-то важно. Какой-то процент она отхиливает. Плюс под чернокнижниками, либо же под магами это будет неплохо смотреться. Минус в том, что один Дум и минус Банши. И тот же самый Джаггернаут раскрутит, будет здоров. И тот же самый антимаг, вот, смотрите, просто вот, без смс и регистрации, что творит антимаг. Ну, он же сейчас мне... Неплохо Марс его щиточком припечатал. Так нормально, ну, молодец, Марс. Такой мы уважаем. Единственное, что у меня Хускар задал, ну так, раздолбил чуть-чуть. 5100 урона, норм. О, хороший апгрейд. На самом деле у меня так туго апгрейд идет, что прям... Ребята, все, что я только что до этого говорил, забудьте. У меня отлично апгрейд идет. Пока что мне нравится. Пока что все хорошо. Сейчас самое главное, это то, чтобы мне пришел урок войны. Это сейчас самое главное. На самом деле у меня такое впечатление, что мне нужно брать уровень. Нужно брать уровень.
Или ролить. Пока что у меня, думаю, 6 раундов еще есть в запасе. Я, наверное, поролю все-таки. Мне нужно как минимум жрицу найти в 3 звезды. Это как минимум. Как максимум найти ниже жреца. Так, ну... Давай, пожалуйста, в 3 звезды. Ранние 3 звезды. Пожалуйста. Не, ну инча это, конечно, классно, что ты так приходишь. Ну, ладно, понятно. Чисто потратил кучу бабла на то, чтобы попробовать апнуть ничью. Ошибка. Так, что у нас тут? На самом деле тут 3 реликвии, они все классные. Но я беру мастерскую буму. Мне нужен предмет 2-го тира. Поэтому мастерская бума это must have. Это must have. Итак, плащ, пальто мы оставляем по-любому. Плащ-пальто оставляем. Посох берем вот так вот перекрафчиваем. Получаем хрень. Ну вот как это назвать? Вот как это назвать? Напишите в комментариях, как это можно назвать. Вот как? Так, это крип. Ну что, дубль номер 2? А тут, походу, не задача, да, и я тебя вынес. Ах ты ж падла, накинул мне дум не на того, кого надо. По-моему, задефал. Да, задефал, отлично. Правда, мало урона ему нанес, но задефал. Самое главное, это то, что я начал его немного дефать. Это самое главное. Отлично, жрица хорошо идет. Жрица молодец. Да, мне надо как-то будет дефаться. А вот как? Пум-пум-пум-пум. Очень много думов в этой катке. Очень много. Сдохни. Быстрее, пожалуйста. Просто сдохни. Тебя здесь не рады видеть. Просто сдохни и все. Ну, пожалуйста. Спасибо. Молодец. Фух. Надеюсь, мне один Хускар не задолбил. Не сможет. Не сможет. Отхилы нет. Так, ну, как мы видим, ситуация потихонечку-то вырисовывается в хорошую сторону. Еще бы мне, конечно, везло на роллы, было бы еще лучше. А так, мне, ну, если так посмотреть на мой стол со стороны, то все выглядит довольно-таки печально. Довольно-таки печально. Еще и гритер. Вот больше всего меня сейчас беспокоит гритер. Потому что, а как мне его под контроль брать? Единственное, кем я смогу его забить, это либо через суммоны орка-жреца, либо же Марса сделать в 3 звезды, а потом поставить кучу героев, которые без маны. Не, но еще есть такой вариант, что нежить жрец сможет его законтрить, потому что если хорошие шмотки, в принципе, накидать в нежить жреца, то он довольно-таки неплохо будет душить. А неплохо там только что Леон закинул свою эту мини-лагуну. Ну, просто антимаг. 4500 урона в единицу. По сравнению, резак 5400 урона в 3 звезды. Ну, нормально, да? Я считаю, в принципе, балансно. Ну, какие-то я неадекватные вещи говорю, правильно? Ну, короче, я лишусь пока что антимага. Да, я рискую. Я рискую, но я думаю, все и так прекрасно понимают, что антимаг стакается абсолютно в любой сборке. Но я решаюсь его продать. Я решаюсь его продать, потому что правильно? Мы хотим контент. Мы хотим контент. А видеть каждый раз антимага это хрень полная причем. Так, ну что, бог, чернокнижник. Он ливнул. Он либо вылетел, либо ливнул. Я думаю, все-таки он ливнул. Потому что понял, что боги-чернокнижники здесь не играют никак. Пожалуйста, рок войны.
Не могу орать. Если буду слишком громко орать, меня выкинут. Выкинут и все. И на этом ролики закончатся. Поэтому орать я не буду. Но я несоизмеримо рад, то, что мне сейчас упал рок войны. Теперь бы мне с первого раза бы найти Necromicon и Refresher и губозакаточную машину, это чтобы я слишком много не охреневал. А как Робин сделал себе 10 уровень? Я что-то в каком-то моменте глазами проклеил. А, ну там, в принципе, 9 уже многие, но... А, ну 25 раунд. Тю. На самом деле, так быстро катка прошла, я даже не заметил. И я скажу, это не радостные новости для меня. Мне нужен уровень. И мне нужен шарбезный против мага. Для Зесса тоже возьму. Взгляд АЗС это хороший предмет, который мне пригодится даже, ну, против Гриттера, конечно, он мне не пригодится, потому что Гриттер это по-любому все контрит, а вот против других игроков пригодится. В общем, держим все сейчас кулачки за меня и говорим: Necromicon, приди, Refresher, приди. И все с первого раза. И все с первого раза. Я думаю, кристальчик все-таки скипнуть. Лина 3 звезд, это... Ну, пока что она... Ну, как бы... Да, от нее будут проблемы от этой Лины. Но так как она бьет таргетной способностью, я думаю, не особо. Я возьму экзорцизм. Я возьму экзорцизм, чтобы скидывать с себя какие-то дебафы. И я надеюсь, что экзорцизм будет скидывать Doom. Но если экзорцизм сейчас не будет скидывать Doom и никакой другой контроль, это самая бесполезная шмотка 4-го тира будет. Я надеюсь. Я ее поздно закинул. Возможно, сейчас бы она мне реально зарешала эту игру, потому что там, ну, много контроля мне прилетело в моменте. Плюс она там отхил дает немножко маны. Ну, то есть, ну, такое. Ого. А, ну у меня 4 баночки есть. Ну, окей. Окей, пока живем. Пока живем. Пока что еще ничего критичного. Пока что живем. Сейчас 2 героя буду брать под контроль. 53 хп, кстати, было у меня 38, стало 53, и это за 4 баночки. Это сколько получается? Это я 15 хп восстановил за 4 банки. А это ни хреновый такой результат. А ну-ка напишите в комментариях, сколько это в среднем я за баночку получил. 4 плюс-минус где-то, да? Или нет? 3... Нет, 4 плюс-минус где-то вот так. 4 с чем-то там. 6 троллей. Боюсь? Не боюсь. Керри у меня такого очевидного нету, кроме вот Хускара. Там еще нежить вот интересный такой. Ну, Гриттер... Я думаю, Гриттера вынес... Хотя у него 58 хп у этого Гриттера. Я, наверное, слишком многого хочу. А вот и Хусик. А вот и знаменитый Хускар, который сам себя сейчас вынесет. Да? Или нет? Хусик, успокойся, пожалуйста. Вот так вот. Вот так. Все, спокойнее, спокойнее. Минус 19. Принимаем. Я думаю, все-таки мне приходится Дума брать. И мне надо брать уровень будет. Фуловая нежить. Ну, играть на фуловой нежити конкретно сейчас это такое. А мне нравится его расстановка. Хорошая расстановка, добротная расстановка. Вот мне тоже интересно, кстати. Доспех экзорцизма, он скидывает обледенение от магов или нет? Я обоими руками надеюсь, что ну, скидывает хоть какой-то дебаф. Короче, это мы сейчас проверим. Че гадать? Правильно? Вот че гадать? Сейчас проверим, насколько этот полезный артефакт, ну, насколько он в целом полезен. Так, 3 героя взял под контроль. Замечательно. Чел такой думает, что это такое? Но если он не найдет талисманчик, у него проблема. Чел топ-1 держит, посмотрите с каким столом. Но будем объективны. Серьезно? Варлок в 2 звезды, Джаггер почти в 3 звезды, Шаман Лавы в 3 звезды? И имеешь кучу денег? Еще с таким билдом? Прикол.
Я думаю, ему жестко фартануло. Надеюсь, конечно, ему еще какой-то там некромикон не выпал. И рефрешер. Потому что Варлок заспамит своими вот этими вот големами и все. А Варлока пока что под контроль не могу брать, потому что у меня нету ни одного персонажа, чтобы брать под контроль его. Я как-то такую расстановку сейчас сделаю. Не знаю. Мне кажется, так более импактнее будет, что ли. Так, Риттер. Отлично, отлично. Пока что все идет по плану. Отхил пошел, в Марса залетает отхил. Жрица, накинь куда надо свой отхил, пожалуйста. Я понимаю, что ты рассчитываешь на не жреца. Вот тварь на жрице. Просто, ну, это такая подлива, а не жрица. Вы видели, куда она весь свой отхил кидала? Так, ну, я думаю, разберусь с этой проблемой на хусике. Нормально, 14 хп осталось. Немножко осталось. Сейчас, кстати, 30-й раунд. Ну, у него урок войны есть. Там, по сути, инкастовые големы, потому что там есть чернокнижники, а чернокнижники какую-то энную часть хп в ману превращают. Именно в процентажном эквиваленте. По-моему, короче, по-моему, чернокнижники со старта восстанавливают четверть себе хп. По-моему. Точно не помню. И вот с этим кристаллом плюс 50 маны, а там, ну, фуловая мана, грубо говоря, будет. У него очень жесткий стол там. Он сейчас себе Джаггера найдет, там вообще финиталя комедия будет. Ему, конечно, сейчас нет никакого толка от этих орков. Он мог кого-то другого поставить. У него реально нет никакого толка сейчас от этих орков. Но он, даже не выставляя никакую другую получше синергию, имеет такой винстрик. Но ему фартануло. Фартануло. Реально фартануло. Надеюсь, мне сейчас тоже так фартанет. Сейчас на 30-м раунде посмотрю, упадет ли мне мастерская бума. Я надеюсь, конечно, да. А не нет. Но мы сейчас это проверим как раз. Гадать далеко и не надо. Но рисковать я не буду, я возьму сокровищницу. Что по сокровищнице? Но обезоружие еще хороший предмет. Обезоружие еще хороший предмет. То есть от обезоружия отказываться, в принципе, не стоит. Кстати, Хекс. Хекс это хорошо. Но вот Варлок это нехорошо. Варлок это плохо. Грим трехзвездочный. Возможно, мне стоит рискнуть и попробовать найти сейчас Некромикон. Возможно. Так, это нежить. Это нежить, но по идее я должен справиться с нежитью. По идее. Сейчас проверим. Бесполезного Ливона засумонил. Так, Робин там вылетел один чувак. Души его. Второй чувак вылетел. Это как раз вот это потон на нежити вынес Гриттера. А Робин вынес крипа. Прикиньте, 3 чуваков за один раунд сейчас выкинули из катки. 3 чуваков. Потон, Пият и Крип. 3 чуваков выкинули просто из игры. Давай, пожалуйста. Некромикон. Некромикон, молю. Я возьму БКБ. Я БКБ не просто так взял. БКБ меня защитит гарантированно от какого-то либо другого контроля. Но я дико надеюсь, что доспех экзорцизма меня не подведет. Дико надеюсь на это. Так, Леончик, хорошо. Я думаю, уже не смогу никуда впихнуть, поэтому буду апгрейдиться. Хорошо. Ну, пожалуйста, жрица. Хорош, жрица есть, отлично. У меня на самом деле очень слабый стол. Откровенно говоря, у меня очень слабый стол. Там вечный хекс сейчас будет. А, у него же богов нету, так что мне плевать на его вечный хекс. У меня плюс Дум есть.
Какой замечательный предмет доспех экзорцизма, ребята. Вот реклама доспеха экзорцизма бесплатно. Если вы думали, что это очень полезный предмет, если еще раз... Ну, фу, я уже который раз на грабли наступаю и говорю вам откровенно честно. Доспех экзорцизма — это самый бесполезный предмет, который только существует в этой игре. Бесполезнее предмета, наверное, не существует. Я имею в виду, за свою стоимость он того не стоит. Он того не стоит. Бесполезный предмет, доспех экзорцизма, в который раз убеждаюсь. Лучше взять предмет третьего тира, который вот мифриловый доспех, и он мне гарантированно заэвейдит какой-то клятый дум, обезоружие и тому подобное. Доспех экзорцизма не снимает абсолютно ничего. Вот я сейчас думчика свистнул, в Варлока полетел думчик, отлично, отлично. Так, пока что начало мне нравится. Убить, конечно, никого не смог, у меня нечем уничтожать кого-либо. Ну. Серьезно? Я сейчас из-за этого еще и раунд проиграю? Тварь бесполезной, работай. Она даже не заюзалась, прикиньте. Она даже не заюзалась в конце. Я мог только что выиграть раунд. Мог. Дум на последнем своем издыхании закинул Дум в моего орка-жреца. Ну, тварь. Ну, ладно. Ладно. Окей. Вы понимаете? Ну... У него даже шмоток адекватных таких нету. Вы видели, с какими шмотками он меня сейчас вынес? Ой, короче, все. Просто, ребят, никогда не берите доспех экзорцизма. Никогда. Забудьте за него. Этот предмет самый юзлес. Если есть предметы другие, все предметы будут лучше, кроме этого доспеха. Он самый бесполезный предмет, который просто нужно выкинуть из игры. Они этот предмет убили. Раньше был предмет как предмет. Реально хороший предмет, который тебя дефал, помогал задефать. Сейчас же, зачем этот предмет нужен? Вот зачем? Напишите кто-то в комментариях, зачем этот предмет сейчас существует. Он не контрит Doom никаким образом. То есть вы только что видели, он висел на жрице Doom, он висел на орке жрице, даже у меня 50% хп опустилось, этот предмет даже такой, надо, наверное, заюзаться. Но не сегодня. Не сегодня. Отмена, Галя отмена. Галя отмена, мы сегодня не юзаемся. Все. Просто, фу, он меня, этот предмет взбесил. Мне не сама ситуация, то, что как он меня вынес, а то, что этот предмет, ну, я, короче, сам дурак. Я попробовал проверить этот предмет в текущем патче, и я разочаровался в очередной раз. В очередной раз разочаровался. Спасибо. Спасибо за этот прекрасный предмет. Разработчики молодцы, сразу видно, они... свою душу туда вложили в этот предмет. Ну, короче, как-то так, ребят, как-то так. Мне в целом катка зашла. Я дико сгорел на этот предмет. Дико сгорел. Ну, ладно, все, подожди. Хватит. А то сейчас несколько минут будет у меня чистого горения. У меня будет просто атомная станция в комнате. Просто вот такая мини-атомная станция в виде меня. Да. Ладно, давайте объективно. Мне катка зашла. Много кто играл не на мете. Вот объективно, если посудить, много кто играл не на мете. Был, конечно, это Антимаг, был Monkey King, но я увидел тут билды, которые мертвые, по сути. То есть бог, чернокнижник, который ливнул Гритери через Антимага, но он, наверное, не понял, как это сделать. И нежить. Маги через волшебников еще играются, и играются довольно-таки хорошо. А вот нежить, это, конечно, удивительно было для меня. Надо как-то попробовать будет на нежити поиграть. Но тоже в мету, когда есть звери, и звери играют через Некромикон, рефрешер и тому подобное, то такое себе, я думаю. В целом, катка мне понравилась. Я получил массу удовольствия. Если бы я, конечно, еще не был таким, знаете, такой подвялым, немножко сонным, то игра вообще идеальная была бы. Вот честно. Я думаю, ну, по моему выражению лица, так видно, то, что я дико не выспался. Поспать всего лишь пару часов за ночь, и потом выйти на смену в 8 утра. Лайк. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ребят. Не забываем оставлять свои комментарии. Это обязательно. И лайки. Потому что поддерживай меня.
поддерживаем и помогаем мне продвигать канал в массы и не только. А еще, ребят, кто не подписан на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, обязательно подписываемся. Telegram канал закреплен как в комментариях, так и в описании, и на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!